Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать результат вот у этой орхидеи, которая 13 октября 2021 года была у меня пересажена в новый грунт по причине того, что у нее было заболевание, но сколько я поняла, ризоктониоз. Конечно, все вообще какие-то заболевания мы можем узнать только в лабораторных условиях. Но, естественно, у нас этого нет, и нам приходится по каким-то различным причинам догадываться, что же с орхидеей. В общем, прошло практически 2,5 месяца. И орхидея, как видите, живая. С ней ничего не случилось, дай бог. И вам сейчас я чуть поближе орхидею покажу, что наросло, что не наросло. И также буду вам рассказывать именно про тот препарат, которым я ее лечила. Как мы видим, какая орхидея изначально была, такая она и остается. То есть весь вот этот препарат, я его отсюда не убирала. За 2,5 месяца, конечно, мне приходилось местами, ну не помню, если честно, какие листики, их подрезать, потому что это заболевание, именно ризоктониоз, вы знаете, чем проявлялся. И, кстати, вот в этом видео про орхидейку обязательно посмотрите, там было полностью ее лечение. И лист, вот какие бы я препараты фунгициды не давала, чем бы не примазывала максимум, он все равно вот ползет сквозь этот препарат, ползет и ползет и ползет. А именно данный препарат остановил это заболевание. Все, я вот бывало, да, местами подрезала, где-то все равно уходило это заболевание, уходило, но потом нет. Вроде бы все хорошо, дай бог, нормально восстановилось. Теперь, что я вижу? Вот он, новые листы. Видите, один листик хороший, нормальный. Нет, это, видимо, старенький листик. Но вот этот однозначно новенький. Абсолютно здоровый, нормальный, хороший лист. Ничего здесь не нарастает. Это меня, конечно, радует. Роста новых корней я пока сейчас также не наблюдаю. Это вот деточки. Здесь их пока корешочков новых нет. Это тоже является деточка. Само материнское растение. Вот оно находится, само материнское. А это уже на ней изначально наросли детки. Также я вижу, что вот в этом месте у меня начинает расти новая детка. И также вижу по листу, что они являются здоровыми, нормальными. Далее давайте посмотрим, заглянем в сам грунт. Ребят, вот именно этот грунт, о котором я ранее и говорила, про орхиату, когда я пересадила именно в старый, это старый грунт. Она, когда изначально орхидейка болела, я взяла ее старый грунт и сюда использовала вновь. Но перед тем, как использовать мне орхиату в эту посадку, я ее в кипяток вымочила. Я ее в микроволновке прожгла. И в итоге у меня случилась вообще такая мощная плесень. Все позеленело, у меня вся орхиата позеленела. Вот на этих фотографиях можете посмотреть. С одной стороны, конечно, это выглядело очень страшно. Но ничего, по прошествии 2,5 месяцев все здесь стабилизировалось, нормализовалось. И, честно скажу, я применяла сюда триходерму вириды. Потом вот так думаю, с одной стороны, триходерма вириды – это же биологический препарат, и он с химикатами не может никак взаимодействовать. А вот этот препарат – это химический. Но, тем не менее, все, никакой здесь плесени абсолютно нету. Все спокойно, все нормально. И также, если посмотреть в плане корневой системы, да, она есть. Но она не нарастает. Она и не погибает, дай бог, вот это, но также она и не нарастает. Также видно по грунту самой орхиате, что она сейчас является сухой. И, ребят, давайте вот прямо сейчас вместе с вами я буду орхидею поливать в фунгициде в привикуре. А почему, я уже расскажу чуть позже. Привикур я разбавляю 1,5 мл на 1 литр воды.
И ваша вода не должна быть из-под крана, потому что привикур с водой хлорированной не работает. И обычно я эту орхидейку погружаю. Она у меня, кстати, до сих пор стоит на отдельном адаптационном окне. Она вообще у меня там сейчас одна пока стоит. Никакой орхидейки рядом возле нее нету. Потому что, потому что пока полностью не восстановится, оттуда я ее не уберу. А полностью это пока не начнется новый рост корней. Я замечаю, да, что листики наращиваются, но также мне необходимо, чтобы наращивались и новые корни. Только потом я уже поставлю ее на реанимационное окно. Как я вижу, заболевание, оно ушло. Все, ничего нового здесь не нарастает. И если бы это заболевание было, мы бы также могли вот у этих корней, которые здесь есть, видеть ту же самую картину, что они сохнут. Именно ризоктониоз проявляется так, что начинают сохнуть корни. Но вот эти бугорочки, которые здесь образуются, видите, они нормальные, они спокойные. Это еще раз позволяет мне думать о том, что заболевание ушло. И, конечно, листики, они сейчас частично и местами потеряли тургор. А все потому, что корневая внутри грунта не рабочая. Она есть, но она не рабочая. А не рабочая, она не активная. И поэтому необходимо лечить сейчас фунгицидом. Все, погрузила 2/3, 1/3 оставляем и на 30 минут. Ребят, как вы многие поняли, скорее всего, что вот этот белый препарат, который есть, это фундазол. Вот так вот он выглядит, вот так вот он продается. Это не реклама. Но этот препарат, он у меня есть в наличии. Вы его, если, конечно, хотите, можете приобретать. Сейчас я вам расскажу свое мнение про данный препарат. Потому что многие, когда вот они видят, да, что я использую фундазол, многие начинают мне говорить о том, что Лена, его использовать нельзя. Он крайне опасен, он губительный для человека, там вплоть до каких-то, знаете, врожденных таких страшных заболеваний. Но именно вот фундазол, да, к этому приводит. Вы многие знаете, что я использую фундазол не только вот так вот в качестве лечения. Также я его использую. Принесла орхидейку в качестве примера. И вот здесь вот тоже можно заметить, что у шеи, у основания я орхидеи лечу. Конечно, контактно вот здесь можно использовать вот такой препарат Максим. И можно использовать фундазол. Вот эти два препарата я их использую именно на шее. Максимом работать по корням нельзя. Он корни сушит. Фундазолом по корням работать можно. Он, нормально, он не сушит и ничего с ними не делает. Хочу вам сразу сказать и дать такое пояснение, почему я вообще его использую. И почему мне скинули ссылку на ролик, там автор, один видеоблогер, который вот прям очень сильно раскритиковал данный препарат. И он сказал, ни в коем случае прям даже в руки его не берите, даже вообще не касайтесь с ним дела, потому что это очень опасный препарат. Да, ребят, этот препарат опасен. Он опасен для человека. У него класс опасности 2. А здесь вот прям написано класс опасности для пчел 3. То есть опасен. В скобках прям так и написано. Опасен. И вообще, если разобраться, да, вот во всех этих химических препаратах, вы это все можете посмотреть в интернете. Есть 4 класса опасности. Первый класс, это, конечно, вообще пипец самый опасный. 2 опасен. 3 мало опасен. Ну и 4 там практически не опасен. Ну, грубо говоря, да, это все, говорю, можете посмотреть в интернете, почитать, время ваше отвлекать не буду. Что хочу сказать именно насчет фундазола. 2 класс опасности. Для человека он опасен, но и для пчел, и для рыб он также опасен. Вот если у вас есть в доме аквариумы, вам ни в коем случае нельзя вот так вот орхидею прям ставить и держать у аквариума. Это будет опасно, потому что вот даже вот этой частички какой-то пыли именно фундазола могут попасть к рыбам, и рыбы могут умереть. Но
Признаюсь вам и честно скажу, у меня получается в том году, когда вот я за орхидеями не ухаживала, да, потом, когда я их начала восстанавливать, у меня прям было обширное грибковое заболевание у орхидей. Конечно, какое я не скажу, но у многих очень сгнили шеи, у многих позгнила корневая система. И вот какие-то, знаете, препараты такие, допустим, как Привикур. Вот сейчас передо мной здесь также лежат. Витарос, Скор, Топаз, я их тогда использовала, но они мне не помогали. Они мне не помогали. И почему я сейчас решила именно для данной орхидеи выбрать тяжелый и опасный, ну так скажем, да, для человека опасный препарат, потому что это именно тот препарат, который может бороться с тяжелыми заболеваниями. Здесь, знаете, здесь, как сказать, два выхода, да, у меня из этой ситуации. Либо я стараюсь лечить, допустим, данную орхидею, ну, тем же самым привикуром, и не вижу толка, не вижу результата, и в итоге у меня орхидея погибает, потому что, ну вот как для нас, да, для людей, когда мы начинаем тоже сильно болеть, и нам необходимы сильные антибиотики. Если этот антибиотик, допустим, либо какой-то тяжелый препарат не дашь, человек просто-напросто может умереть. Здесь, ребят, то же самое. И данной орхидеи я решила предложить именно фундазол, потому что я знаю, насколько он силен не только в плане класса опасности, это также сильный, хороший фунгицид. Все, орхидею лечу 2,5 месяца. Как видите, живая, целая и невредимая. О чем говорит именно второй класс опасности? О том, что вы должны обязательно работать именно с этим фунгицидом в перчатках, в маске, в очках. Лучше всего вообще иметь респиратор. Мне, кстати, нужно респиратор заиметь, чтобы тоже вот такими тяжелыми химическими препаратами лишний раз не дышать. Все, это вы все одеваете, вплоть до защитных костюмов. Но защитные костюмы необходимо одевать где-то реально в огородах, на урожаях. Но, в принципе, цветоводом мы не используем его, да, так много. И нам этого, ну, где-то, может быть, оно и не нужно. И вам необходимо прям обязательно стараться все это одеть. Перчатки, очки, маску и начинать с ними работать. Кстати, отошла от темы. Когда вот сейчас орхидейка, она у меня просто стоит на адаптационном окне, а вот когда летом я их лечила, и получается, я их ставила, обработав фундазолом, я их ставила на крышку сверху аквариума. Нормально. Ни одна рыбка не сдохла, вот честно скажу. Ни одна рыбка не сдохла. Я даже вот, ну, как-то не замечала, что там кто-то где-то пропал. Нормально все было. Также и, знаете, можете мне сказать о том, что я дура. У виска покрутить что-то еще. Но именно был такой период, получается, да, лето того года. Тоже я эти, когда орхидеи лечила, я была на тот момент беременна. Где-то было 6-й или 7-й месяц беременности. И здесь вот как вот скажешь, да, о том, что, ну, вот, типа, тебе что, заняться-то нечем, да, ты ходишь беременна, ты несешь угрозу для своего ребенка, для состояния его здоровья, а вдруг ты там, как не знаю, надышишься, нанюхаешься этого фундазола, и ребенок родится у тебя какой-то недоразвитый. В принципе, да, так можно было думать. Но я на тот момент, я действительно, ребят, вам скажу, я одевала очки, я одевала 3 маски на лицо, я одевала 2 пары перчаток, и я работала именно в ванной комнате, включала вытяжку в ванной комнате, чтобы вообще никого рядом не было, и чтобы вот этот препарат фундазола, если даже он куда-то попадает, чтобы он попадал на ванну, чтобы потом у меня была возможность это все вымыть. Все. Ребенок родился, красавица, умница, любим, радуемся, любуемся. Нормально. Также читала на форумах и говорили женщины о том, что различные есть препараты классов опасности, именно вторых. Фундазол один из них. И кто-то работал даже с 1 классом опасности. И тем не менее, у них дети также беременные, когда они ходили, рождались нормально, здоровы. Просто необходимо предпринимать меры безопасности. И знаете, насколько я считаю, я 7 лет занимаюсь орхидеями, и 7 лет именно я фундазол применяю. И я не использую его ведрами, я не использую его канистрами. Я вот так вот не нюхчу. Я его, знаете, в качестве пыли вот так вот перед собой не размахиваю. Вы прекрасно видите, насколько я аккуратно работаю с фундазолом. Пусть даже местами я перчатки не одеваю. У меня было
такая ситуация, да, именно аллергическое проявление от фундазола. Не помню там, что я делала. В общем, может быть, я как-то, когда поливала, да, орхидею и соприкасалась вот с этой вот водой, и у меня было раздражение. Даже я вообще аллергик сама по себе. Это не аллергическое, это именно было раздражение. Потом, да, я поняла, что все-таки фундазол, он является таким вот серьезным препаратом, и я стала именно работать с ним в перчатках. И на данный момент, вот 7 лет с ним работаю, у меня нет заболевания там почек, печени. О том, как говорит тот блогер. И знаете, там тоже вот он настолько сильно этот препарат обгадил, так сказать, если по-русски. И люди начали: ой, спасибо, что вот вы нам подсказали, ой, все, будем лечить препаратами, биологическими препаратами. Вы что, ребят, смеетесь или как? Я вообще ничего не понимаю. В смысле вы будете лечить биологическим препаратом? Вы вообще понимаете, что такое биологические препараты, что такое химические препараты? Вот заболела у меня орхидея резоктониозом. Я начинаю ее лечить биологическим препаратом. А на максимум, вот что максимум смог сделать именно биологический препарат триходерма вирида, это убрать плесень с горшка. Все. Когда вот, ну, мы говорим про орхидею, когда орхидея начинает тяжело, вообще крайне тяжело заболеть, именно как резоктониоз, чем мне еще лечить? Вы мне скажите, пожалуйста. И мне люди также советовали: да, Лен, не берите фундазол, берите там какой-то другой, не помню, препарат. Ладно, я зашла в интернет, смотрю, у него 2 класс опасности. И что вы мне хотите сказать, чтобы я поменяла шило на мыло? Я знаю, как этот препарат работает. Я с ним вообще подружилась на ура. Я не собираюсь от него отказываться. И я вам буду говорить ровно так же, что, ребят, вы можете пользоваться, и вреда вашему здоровью не будет, если вы не будете его использовать килограммами. Конечно, его запретили, по-моему, в Беларуси его запретили, этот препарат, потому что он в больших количествах, в больших дозах, на больших территориях, он, конечно, будет негативно влиять и на саму природу, на саму экосистему, и на самого человека. Но мы-то в домашних условиях такого не делаем. Мы обширно не ходим, не опрыскиваем, не поливаем что-то еще. Нет, мы просто вот чуть-чуть буквально точечно поработали с этим препаратом, все, поставили на место. Было у меня 2 раза, я поливала эту орхидею именно фундазолом, потому что я знаю, что вот так обработать местно — это хорошо. Но чтобы вылечить орхидею именно в целом, ее необходимо в целом лечить. Всегда, любая, вот допустим, даже какая-то обычная корневая гниль, вам необходимо лечить орхидею в целом, как листья, так и корни. Что я вот, допустим, не могу предложить, опять же, препарат Епривикур, потому что он не настолько сильный, как фундазол. Но я бы им полечила, но и орхидея, скорее всего, бы также не справилась именно с резоктониозом, потому что ранее, почему вот именно я прибегнула к фундазолу, ранее я эту орхидею лечила привикуром. Ничего не помогало, ребят. Все, сейчас 2 раза. И, кстати, производитель также говорит о том, что именно комнатные растения вы можете максимум раз в месяц поливать. У меня так и случилось. 2 полива. Она стоит 2,5 месяца на лечение. 2 полива именно с фундазолом я использовала. Это 1 грамм на 1 литр воды. Да, все верно. 1 грамм на 1 литр воды. И вот все, вот даже все чеплашки, все какие-то измерители, вообще все у вас ни в коем случае не должно быть пищевое, то, что вы используете куда-то в пищу. У вас все должно быть именно отдельно для растений. И тогда у вас проблем не будет. Принесла вот для вас препараты. Максим, Скор, Витарос, Фитоверм. У них у всех 3 класс опасности. Здесь прям так производитель и пишет. Сижу, читаю. Фитоверм. Рекомендация по охране полезных объектов флоры и фауны. Средне опасны для пчел. 2 класс опасности фитоверм. Ребята, понимаете, что такое вообще фитоверм? Это инсектоакарицид, который борется именно с клещами. Но он не такой уж он и в принципе-то опасен, да, вот у него единственное, что есть, такой специфический запах. У него 2 класс опасности для пчел. Сейчас посмотрим, какой класс опасности для человека.
Ну, здесь именно для человека ничего не пишется, здесь просто именно второй класс опасности. Вы представляете, фундазол и фитоверм? Сколько раз вообще вам где-то на каналах говорили про фитоверм? А ведь второй класс опасности, вы представляете разницу? Виторос я до этого читала, у него третий класс опасности. И третий класс опасности также говорит о том, что вам необходимо предохранять свои руки, именно перчатки, одевать маски, одевать очки. Скоро третий класс опасности. У Максима третий класс опасности. У любого химического препарата есть класс опасности. Если вы вдруг хотите меня предостеречь, да, чтобы я меньше взаимодействовала с данным препаратом фундазол, а рабочий состав у него бенамил, то просто-напросто посоветуйте мне что-то из сильных фунгицидов. А из сильных фунгицидов это, ребят, именно второй либо первый класс опасности. Так что думайте сами, решайте сами, что для вас будет важнее, да? Либо вы спасаете орхидею, либо вы ее не спасаете просто-напросто и все. И вот также данный блогер, хочу вам сказать, прям, может быть, для кого-то открыть, да, правду, что, который именно говорил про то, что препараты этот очень вредны. Бывает такое, что блогерам платят деньги просто лишь напросто за рекламу. Я вам сразу говорю, мне никто не платил, я за свои кровные купила этот препарат, и также я вам предлагаю его приобрести, я просто-напросто продавец. Мне никто деньги не платит. А есть такое, что вот, допустим, те же самые конкуренты говорят, не знаю, там, Игорь, Паша, там, кто еще, прорекламируй этот препарат и скажи, что он полная Г. Вообще там всякое разное. У тебя аудитория большая, у тебя там, не знаю, миллион подписчиков, и они тебе, кто тебя смотрит, да, кто тебя уважает там и ценит, они тебе поверят. И, конечно, потом уже этот миллион подписчиков, он не будет никогда покупать этот препарат, потому что именно их любимый блогер сказал им о том, что, ребят, нельзя, ни в коем случае вообще нельзя. И вы видите, как он нормально и прекрасно хранится. Если даже вы работаете, вот я всегда место среза, вот если вот у этой орхидейки взять и посмотреть, я аккуратно скальпелем оттуда беру, аккуратненько раз вот так вот примакиваю. Я вообще даже с препаратом, грубо говоря, не соприкасаюсь. Аккуратненько помакала. Скальпель я промыла обязательно промываю именно после обработки фундазолом горячей водой. Если даже у меня перчатки есть, я также, стараюсь в более горячей воде руки мыть. Обязательно все с мылом, все руки. Даже если я работаю без перчаток, вот так вот точечно, не касаясь фундазола, все равно и руки мою обязательно с мылом. Это необходимо делать. Также можно лицо промыть. Все. Думаю, что я вам все, ребят, рассказала. Я вам свое мнение высказала насчет данного препарата, о том, что я от него отказываться ни в коем случае не буду. Я вообще использую его крайне редко. Если, допустим, вот взять, да, вот насчет этой орхидеи, вот прям использовать как полив. Использовала последний раз 1,5 года назад в качестве полива. Если мазать точечно шеи, вот как в такой ситуации, да, мне приходится это делать. Вы можете работать точечно либо фундазолом, либо максимум. Смотрите как. Но я как изначально вообще привыкла работать фундазолом. И в аптечке для орхидей я его имею всегда. Я и буду с ним работать всегда. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Можете написать свое мнение в комментариях, вообще высказаться по этому препарату, если вы с ним когда-то работали. Но о том, что говорят, где-то там говорят. А знаете, у нас в Забайкале говорят, что в Москве кур доят. Представляете? Надо ехать и разбираться, как там это курами доят. Так что многие говорят, многие советуют, но лично мой опыт, он является вот таким. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.